Добро пожаловать! Все мы помним вот это вот чудо японской инженерии и просто гениальные мысли. Возьмем планшет, дешевенький на андроиде, распилим DualShock, а точнее, прошу прощения, DualSense, приклеим к планшету и будем продавать это как просто ультимативный стриминг-девайс. Конечно, в Sony не одни такие умные, поэтому китайцы пошли дальше. Они подумали, поскольку у многих есть телефоны, поскольку у многих есть планшеты, мы выкатим кое-что особенное, чтобы даже самый бедный смог почувствовать experience PlayStation Portal. И, конечно же, это вот такой вот геймпад BSP D9. Кстати, D9 есть такие машинки, очень интересные штуки они делают. Прям смотришь и радуешься. Коробка. Коробка у нас прям вот чувствуется, откуда она приехала, а именно с Китая. Здесь у нас всякие объяснялки, что куда совать можно, а что куда совать нельзя. Это, кстати, тоже важно. Вот такой вот пакетик. Вот такая вот инструкция на нескольких языках. Она, кстати, понадобится, потому что у геймпада есть пару режимов. Например, режим без свеча, режим DualShock, режим еще какой-то. Короче, прям многорежимный аппарат. В данной ситуации он будет использоваться в режиме DualShock 4. И, собственно, а как же он будет использоваться? С чем, куда, зачем и почему? Собственно, в DualShock 4 режиме он будет использоваться. И посмотрим, собственно, на величайшую задумку, на величайшую альтернативу вот этому вот капиталистскому режиму для реальных пацанов, которые знают, как экономить и, считай, за даром получить PlayStation Portal. Для этого мы включаем данный аппарат. У нас загорелась фиолетовая штука. Берем свой какой-нибудь дешевенький планшет. В моем случае это будет вот эта вот штука. Растягиваем, вставляем, подключаем. Получаем вот такую вот штуку. Конечно, лучше всего чуть-чуть сдвинуть, чтобы был баланс. И все. Вот он, PlayStation Portal. Это ли не чудо? Это просто замечательно. Это просто чудо, которое дало нам великое озарение. Собственно, у нас есть вариант подключиться к PlayStation. В такие моменты вспоминаешь, что иногда лучше включить PlayStation до того, как собираешься тестировать стриминг, потому что включается очень долго. И, к сожалению, иногда не получается подключиться после пробуждения. Но в этом и есть великая суть PlayStation. Вау! Удивительно! Оно подключилось с первого раза. Кто бы мог подумать? И тут уже можно видеть, что у меня запущен мой любимый Fallout. Сделаем погромче. И можно видеть статоры. Каждую секунду есть статоры. Мне, конечно, говорили, что нужно будет отключить там HDMI от консоли, чтобы оно работало. Либо сделать там еще что-то, танцы с бубном. Но давайте попробуем. Отключим HDMI от консоли, и, возможно, это поможет нам. Итак, я отключил все, что можно от консоли. Посмотрим. Планшет, падай. Статоры есть. К сожалению, великому сожалению, эти статоры, они не от программы, которую я использую, потому что на том же официальном приложении для стрима те же самые статоры. Забавный факт еще в том, что можно сказать, ну это ты просто Васян, который не использует что-то там официальное и стримит на свой непонятный планшет. На вот этом куске технологий те же самые статоры, поэтому это, кстати, это началось относительно недавно. Почему? Особо не знаю, но, скорее всего, кто-то в Sony очень умный и решил, что так будет лучше, и решил, так сказать, исправить то, что работало относительно хорошо, чтобы оно вообще перестало это делать. Поэтому
Такой вариант просто классный. Что еще, например, лучше, когда используешь кастомное приложение. Конечно, не обязательно покупать именно вот это приложение. Можно использовать какие-нибудь там чаяки и прочее, или же официальное приложение. Если мы заходим в настройки стриминга, тут у нас выставляется разрешение. Это тоже хорошо. Фреймрейт. Битрейт. Можно даже самим поставить. От нищанских 2000 до боярских 50 тысяч, что оптимально. Также много всяких плюшек. И самое интересное, можно включить HDR, что просто 10 из 10, то, что нужно. И что хорошо, например, использовать кастомные приложения, а не официальное приложение от PlayStation, это, конечно же, то, что все кнопки, которые у вас на геймпаде, они настраивают. То есть, неважно, какой у вас геймпад, будь то официальный DualSense, либо же вот такой вот непонятный китайский клон, все у вас будет работать с PlayStation 5 без всяких проблем. Ну, в плане геймпада, в плане самой PlayStation 5, это уже, как говорится, другая история. Но чисто ради спортивного интереса запустим, например, другую игру, например, Stalker, вторую часть которого перенесли опять. Кто бы мог подумать. Но все же посмотрим и ждем. Кстати, что замечательно, данная трилогия Сталкера выходит еще и на Nintendo Switch. Я очень сильно надеюсь, что будут физические копии, потому что карик со Сталкером, это да, это будет интересно. Хоть я вообще не фанат этого, скажем так, творения. Конечно, для стриминга лучше всего использовать планшет 16:9, а не как в моем случае, но, в принципе, нормально. Итак, если мы уберем из нашего уравнения вот эти вот статоры, которые просто из-за великих программистов Sony случаются, потому что вроде как я читал в интернетах, это из-за того, что герцовка не подходит. То есть стрим идет в 59.94 герца, а экран, собственно, либо 60, либо 120, поэтому это случается. Но также мне что-то подсказывает, что это просто bullshit, и это проблемы с энкодерами и прочим стримингом на PlayStation 5. Ну а так, в принципе, картинка не сыпется по сравнению с Portal. Идет просто замечательно, без каких-либо проблем. Опять же, напомню, если мы уберем статоры из этого вопроса. Просто игра не хочу, но поскольку есть статоры, то можно сказать, что не хочу. Ну да ладно. Хоть это и альтернатива PlayStation Portal, конечно же, тут можно играть и в другие игры. И этот геймпад, в принципе, с натяжечкой, но можно назвать нормально. Например, посмотрим на Resident Evil 4. Просто замечательнейшая игра, 10 из 10, игра года этого, прошлого и, я думаю, что следующего. Если, конечно же, не выйдет Resident Evil 9 или ремейк, например, первой части, или Zero, или, чем черт не шутит, пятой. К сожалению, здесь у нас немножечко намудрили, и в отличие от седьмой части, здесь нету настройки графики, что очень печально. Потому что если ту же восьмерочку можно было немного подкрутить, докрутить и получить примерно 60-70 FPS с относительно терпимой графикой, то здесь мы получаем немножечко, я бы так сказал, то, что присутствует в загадке о двух студиях и при этом не является пиками. В принципе, играть удобно с этим геймпадом. Он довольно неплохо ощущается. Конечно, триггеры и прочее с DualSense не сравнится. Но все же, в принципе, нормально. Геймпад прикольный, учитывая, что он стоит, там, не знаю, долларов 20, 30, 40. То есть, в принципе, вполне терпим. Учитывая, что можно играть нормально в игры. Посмотрим, как он поведет себя в Village. То есть можно видеть, что игры без проблем распознают геймпад. Вот о чем я говорил, что если мы идем в Village, тут у нас есть настройки графики.
разрешении. Вот, собственно, настройки. В принципе, работает хорошо. Я, конечно, немножечко удивился даже с того, как работает геймпад. Потому что я ожидал более худшего качества, более тугих стиков. Прям... Но, к счастью, приятно удивляет. За такую цену игра не хочу. И, так сказать, есть чем ответить владельцам PlayStation Portal, которые просто заплатили много денег за ничего. А вот такую вот относительно бюджетную связочку, геймпадик плюс планшетик, и можно играть и в Resident Evil 4, и в 7, и в 8, и скоро выйдет Resident Evil 2, поэтому идеальный планшет для Резидента с нормальным геймпадом. Просто играть не хочу, поэтому всем, можно сказать, советую. Ну, а если серьезно, то да, как альтернатива PlayStation Portal, если у вас есть, это очень важно, если у вас уже есть планшет или телефон с большим экраном, например, какой-нибудь вот такого размера, то он спокойно вот сюда вот засовывается и играется. Но если вы не хотите использовать свой телефон, вы хотите вот именно планшетик, все такое, и планшетика у вас нет, то, скажем так, если вы найдете применение планшету, кроме как стриминг с PlayStation, то да, отличный вариант. Если же вам нужен планшет исключительно для стриминга с PlayStation, то, во-первых, вам стоит немножечко провериться у врача, во-вторых, в принципе, данный вариант подойдет. Можно видеть. Вот у нас растягивается ого-го. Как вариант, можете купить вот такой вот планшет. Ну, он как бы чуть-чуть большеват, но, в принципе, смысл понятен. Вот этот вот 16×10 идеально подойдет для стриминга с PlayStation. Но это, конечно, шутка, потому что у него есть и свои геймпады. В принципе, геймпад классный. Подходит под свои задачи идеально. Тем, у кого есть планшеты, нормальные телефоны, дома есть нормальный Wi-Fi, то, что нужно. Покупаешь, допустим, приложение или качаешь, окей, которое хорошо настраивается, подрубаешь вот это, и работает просто замечательно. И да, этот геймпад работает с официальным приложением PlayStation для стриминга, поэтому проблем вообще ноль. Также вы можете подрубить его к компудахтеру своему, подрубить к свитчу. Просто ультимативный аппарат, если вы готовы пойти на небольшие компромиссы. Поэтому покупаем, играем и понимаем, что на этом все.